Привет, друзья! Сегодня делаем сдобный пирог с ягодами. У меня будут вишня, яблоки, смородина. Фруктовые и ягодные пироги уже давно делают только таким способом. Все тесто пропитывается соком ягоды, фрукты и сливочной начинки равномерно, а делать в разы проще и быстрее. Ведь я тесто даже на стол не выкладываю, сразу в форму. И какое пушистое, нежное получается тесто. Итак, начнем. Выливаем в чашу, где будем делать опару, теплую сыворотку. Добавляем дрожжи. Высыпаем столовую ложку сахара и 2-3 столовые ложки муки. Перемешиваем. Должно получиться тесто, как на жидкие оладьи. Накрываем чашу с опарой пищевой пленкой и оставляем минут на 15-20, чтобы дрожжи активировались. Таким образом вы увидите, хорошие ли дрожжи. Таким же образом поступаем с сырыми дрожжами, только берем их в 3 раза больше, чем сухих дрожжей по весу. Пока дрожжи начинают работать, смешиваем просеянную муку с размягченным сливочным маслом. Я это делаю с помощью обыкновенного миксера. Хочу заметить, что обычно делаю тесто на молоке, но молока дома не оказалось, и я сделала тесто на сыворотке. И нисколько не пожалела. Тесто вышло волшебное. Посмотрите, как хорошо распушились наши дрожжи. Можно продолжать делать тесто. В чашу с мукой и маслом высыпаем оставшийся сахар, щепотку соли, ванилин и перемешиваем. Добавляем сюда яйца, коньяк, растительное масло. Я обязательно добавляю столовую ложку коньяка в тесто. Выливаем подошедшую опару. Замешиваем тесто прямо в чашу. Хочу отметить, что сахара в тесто я кладу не очень много, чтобы не утяжелять его. Но у меня будет сладкая начинка. Растительное масло я добавляю для того, чтобы выпечка дольше не черствела. А коньяк здесь выступает в роли ароматизатора и дополнительного разрыхлителя. Вымешиваем тесто около 5-6 минут миксером с насадками для теста, так как хороший вымес очень важен для хорошего подъема теста. Но можно тесто вымешать и руками. Вы увидите, что тесто меняет свою структуру, становится более гладкое и эластичное. Чашу с тестом накрываем крышкой и оставляем в теплом месте подходить. У меня оно подходило около часа. И вот так замечательно подошло мое тесто. Я его обминаю и оставляю подойти еще раз. Второй раз тесто у меня подошло за 20 минут. Пока подходит тесто, делаем начинку для нашего пирога. Для этого на тарелке перетираем в крошку кусочек сливочного масла, сахар и крахмал. Крахмал добавляем в том случае, если ягода очень сочная и будет много сока. В качестве ягодной составляющей начинки у меня сегодня будет вишня, яблоко и смородина. У вишни я удалила косточки, а яблоко нарезала пластинками. Подошедшее тесто обминаем и выкладываем в форму. У меня форма диаметром 28 см. Дно формы я выстелила бумагой для выпечки. Распределяем тесто по форме. Теперь ножом для теста делаем глубокие разрезы на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. Если вы вдруг разрежете тесто до конца, ничего страшного в этом нет. В эти разрезы сначала выкладываем сливочно-сахарную крошку, а затем плотно друг к другу выкладываем ягоды вишни. По краям пирога я положила только ягоды вишни, а в центральные разрезы пластинки яблок, вишню и смородину. Остатками сахарной крошки посыпаем сверху пирог. Даем расстояться пирогу 15-20 минут, а затем убираем пирог в духовку, разогретую до 180 градусов где-то на полчаса, может чуть больше. Я включаю оба тена и конвекцию, но время выпечки зависит от вашей духовки. И вот такой вкуснейший чудо-пирог у нас получился. Дадим пирогу полностью остыть в форме, а затем можно звать всех на чай. Поверьте, вкуснее, чем этот пирог сдобной выпечки, я еще не ела. Этот пирог вкуснее любого торта, сказали мои дети, и они абсолютно правы. Надеюсь, что и вам понравился этот рецепт. Готовьте, а в комментариях пишите, что у вас вышло. Желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита. Пока-пока!